Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня я хочу продолжить вязание нашего детского платья. Связать шикарную юбочку по схеме ананасы. Сегодня у меня день рождения. Такой вот интересный день. И я решила во знаменование этого дня связать самую известную схему ананас. У моей подружки подросла внучка. И вот для нее я решила это платьишко связать. Предлагаю посмотреть, повторить и тоже связать. У нас с вами связана кокетка. Теперь надо присоединить к кокетке со стороны спинки юбочку вот такого плана. Для начала нам нужно с вами связать вот такие веерочки. Столбик, столбик, воздушная петля, столбик, столбик. Воздушная петля между ними. Раз, два, три, раз, два, три, 4 рядочка мы так вяжем. В каждом ряду добавляем по одной воздушной петельке, для того, чтобы юбочка у нас была такая симпатичная. Веерочков должно быть четное количество, чтобы мы через 4 рядочка подошли к ананасу и просто дорожка. Ананас и просто дорожка. Вяжется все очень просто. Можно связать за арочку цветную, а я хочу под арочку связать. Наша задача вот под арочку. Так. Вот, допустим, где у нас столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик, вот в эти столбики я хочу провязать наш веерок. Столбик, столбик, воздушная петля и еще 2 столбика. 1, 2, воздушная петля. Следующий вот у нас. И вот таким образом наша задача провязать 4 рядочка. В каждом ряду мы увеличиваем одну воздушную петлю между веерочками. В центре веера мы вяжем одну воздушную петельку, вот она у нас, а между в каждом ряду будем добавлять 1, 2, 3, 4. И потом будем вязать ананас. 4 рядочка провязали, уже такое идет расширение хорошее, уже такое платьишко с хорошим подолом. Кто-то меня спрашивал, как связать пышную юбочку. Вот, пожалуйста, на этом примере можно так вот и начинать вязать пышную юбочку. Абсолютно на любой размер. Набрали по объему талии и начинаем вязать вот таким узором симпатичным. Как я соединяю 3 воздушные петли провязали, я всегда соединяю соединительным столбиком. Потом переходим в центр нашего веерочка и вяжем таким образом. Один веерочек мы продолжаем вязать как есть по факту. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. А в следующий веерок мы с вами вяжем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли и опять веерок. Этот ряд мы вяжем таким образом. В следующий ряд мы вяжем также веерочки и 8 столбиков, между ними 1 воздушная петелька. 1 воздушная петелька. На схеме это выглядит таким образом. Вот мы с вами провязали веерочки. Теперь веерочек, 3 воздушные петли, 8 столбиков. В следующем ряду веерочек, 3 воздушные петли, 8 столбиков, но с 1 воздушной петелькой. Вот эти 2 рядочка вяжем. Потом покажу дальше. Провязали 2 рядочка, 8 столбиков и 8 столбиков с 1 воздушной петелькой. И продолжаем дальше. Также 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И смотрите, что мы делаем. 4 даже по схеме. 4. Между столбиками мы вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. И вот таким образом вяжем 1, 2, 3. Весь наш ананас, они все вяжутся по одному принципу.
3 воздушные петли между столбиками. 1, 2, 3. И в каждом ряду у нас будет меньшее количество 1, 2, 3 воздушных арочек, которые мы с вами вяжем. 1, 2, 3. Итого получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 арочек получилось. В следующем ряду будет 5, 4, 3, 2, 1. Вот. 4 воздушные петельки мы вяжем. И веерок, который у нас есть. Все, мы его также и вяжем. Здесь ничего не меняем. Вот такой рядочек будет в этом узоре. И еще такой же ряд, в котором мы ничего не меняем, а просто уменьшаем. И потом мы начинаем. Вот так выглядит схема. Мы сейчас с вами провязали первый, второй ряд ананаса. Мы сейчас провязываем вот этот ряд и следующий. Все, ничего мы не меняем. А через 2 рядочка мы начинаем увеличение для нового ананаса. Один ананас мы будем уменьшать постепенно, а второй увеличивать. Провязали 2 рядочка. Вот наши ананасы. Первый ряд и второй. Он всегда вяжется с уменьшением. 1, 2, 3, 4, уже 5 ажурных воздушных петелек. Теперь вяжем таким образом. Наш веерок, делаем еще одну воздушную петлю и еще 2 столбика. То есть теперь мы будем вязать расширение для того, чтобы начать в этом месте вязать еще один ананас, в то время как ананас, который у нас уже есть, мы его будем уменьшать. Вяжется он всегда однотипно. За воздушную арочку столбик без накида 1, 2, 3. И уже будет у нас не 5 воздушных арочек, а 4. В то время как рядом, там где у нас был просто веерок, у нас будет вязаться ананас. Один, 2, 3. Вот. И получается по схеме мы с вами связали 3 группы из 2 столбиков. Здесь 4 ажурных арочки из воздушных петель. В следующем ряду мы уже вяжем веерочек в одном месте, воздушная петля, и веерочек в другом месте. Уже будет 2 веерочка. А ананас будет все время уменьшаться. Ананасик наш уменьшаем, как я показывала на схеме, и в то же время начинаем уже провязали 3 группы, потом из 2 столбиков, потом мы уже вяжем 2 группы самостоятельных веерочков, одна группа и вторая. Дальше ряд веерочек, 3 воздушные петли, веерочек уже самостоятельные, провязали, уменьшая ананас, остается всего тут 2 воздушные арочки. Идем дальше и смотрите, уже там, где у нас было 3 воздушные петли, мы вяжем уже вот такое разветвление. Уже у нас 3 веерочка. 3 веерочка, вот у нас все показано. В следующем ряду у нас уже будет веерочек, 3 воздушные петли, веерочек, 3 воздушные петли. И еще пока завершаем ананас. Хотела показать, как мы вяжем соединение. Вот наш ананас заканчивается. Наша задача провязать в новом месте ананас. Вот мы 3 связали группы, 8 столбиков набрали, 3 воздушные петли провязали. И там, где у нас был веерочек, мы вяжем только 2 столбика, воздушную петлю, и соединяя наш ананас, вяжем еще 2 столбика. Я вот уже, допустим, вот. И ананас наш заканчивается. И начинается в самом начале ряд с 2 столбиков. Не веерочек, а 2 столбика. 3 воздушные петли, 8 столбиков. И вот таким образом мы ананас наш заканчиваем. Теперь наша задача в центре. Смотрим схему. В центре мы провязываем
веерок, раз, два, три рядочка. А наш ананас вяжем точно так же, как и мы и вязали. Также здесь раз, два, три. Раз, два, три. И в четвертом начинаем расширение. Точно так же мы вяжем весь наш ананас с повтором. Ничего не меняя. Сколько нужно ананасов, столько, какую длину, столько вы и вяжете. И уже в самом конце идет также ананас, но только завершается такими пышными столбиками. Вот такая красота получается, пышненькая, красивая. И я решила закончить таким образом. Можно связать сколько хотите наших узоров, ананас. Вяжутся они по одному принципу, по которому мы вязали самый первый. Я связала 1, 2, 1, 2. И на третьем решила таким образом распределить обвязку. Во-первых, что я сделала? Я вязала ананас. Как мы с вами вязали 8 столбиков и 8 столбиков с одной воздушной петлей. И точно так же, там, где у нас веерочек, провязала 4 столбика с одной воздушной петелькой, чтобы было удобно потом вот так вот завершать вязание. Я провязываю воздушную петельку и между столбиками делаю пышный столбик из 2 и раз, два, три. Пико. Провязываем и воздушную петельку. И вот таким образом я решила завершить вязание. Таким узором можно связать не только детский подол и юбочку, можно связать взрослый узор, классика жанра. И вот так вот обвязать. В итоге мы с вами получаем замечательное платьишко. Нежное, красивое, ажурное, небольшая кокетка, пышная юбочка. Все как мы любим. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Я еще хочу связать цветочек сюда, красивый розовый. Видео мастер-класс выйдет через день. А сегодня мастер-класс завершен. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, Рутюб, Одноклассники, Телеграм. Ролики выходят везде. На YouTube тоже будет, но чуть позже.